25 числа июня месяца 2021 года нам с тобой представили тот самый сниппет, который уже не мог выйти целые полгода. Блин, как мы его долго ждали. И мне кажется, этот трек достоин разбора. Так что сейчас у нас будет с тобой разбор Camry 3.5 от Славы Мерлоу. Что у нас здесь с тобой есть? У нас с тобой здесь есть вокал, гитара-вокал. Сейчас объясню, что это такое. Обычная гитарка, которая у нас играла в оригинале. То бишь, у нас здесь нету бита вообще никакого. Ты слышишь, у нас только одна дорожка. Никакого оригинального бита здесь вообще нету. Здесь только мой бит. Потом у нас с тобой здесь есть еще вот такая вот гитарка. Ну, на самом деле, это не гитарка, это харп от плагина Flex. После чего у нас с тобой есть кики. Довольно много вариаций. То бишь, если посмотреть, у нас с тобой здесь получается 4 паттерна. Первый, второй, третий и четвертый. Также у нас с басом такая же штука. Есть первый, есть второй, есть третий, есть четвертый, есть пятый. И помимо 808 у нас еще есть второй бас. Бас под названием Riz. И сделали мы его с тобой на серуме. Один паттерн. Ну и простенькая драмка. Буквально там ничего нету. Клэп обычный, хай-хет, опен-хет, символ и эффексы, которые помещены все в одну строчку. Итак, что же у нас с тобой здесь есть? У нас с тобой здесь вокал есть. Обработан крайне плохо программа обрабатывает, и мне это не понравилось, так что я сделал вот такую вот мелодию. Чтобы не получить авторские права, чтобы не переделать вокал под пич, который уже всем надоел, мне кажется, я решил сделать так. Гитара-вокал. Просто, круто, и мне кажется, даже будет интересно. После чего у нас с тобой здесь есть гитарка. Давай посмотрим на ее MIDI и что это вообще за гитарка. Начнем с MIDI. В гитарке такая штука называется перебор. Это когда ты перебираешь какой-то аккорд. То бишь, вот мы с тобой видим, вот эти три нотки, это аккорд. Также аккорд, аккорд, еще раз аккорд и так далее. Теперь давай посмотрим на гитарку, что у нас здесь есть с тобой. У нас с тобой здесь Ample Guitar M. Не сильно что-то на самом деле докручивалось, если не считать дабл. Дабл я чуть докрутил, и все. Теперь идем дальше. Вот это Dynamic Guitars, на самом деле это харп. Просто название мне уже было лень, если честно, менять. Что у нас с тобой здесь есть? У нас здесь есть с тобой три вот таких вот квинты, если не ошибаюсь, это так называется, но это не аккорд. Впрочем, ты можешь видеть каждую из MIDI. И что это такое? Опять же, это флекс, который мы докручивали с тобой. Сразу смотрим на атаку, потому что у Славы Мерлоу она не совсем такая, как у этого харпа. И именно поэтому я докручивал вот эти вот крутилочки. Больше, в принципе, ничего не делалось. После чего у нас с тобой вступает кик. В принципе, на самом деле, нотки простые, ничего тут такого трудного нету. Я думаю, что это довольно очень просто все делается. Просто слушаешь оригинал и делаешь такие же кики. После чего у нас с тобой есть второй паттерн. То бишь, больше ассоциируем на бас. Опять же. После чего еще один паттерн, который, в принципе, не сильно видоизменится. Но давай послушаем его. И все, оно как бы не меняется. То бишь, вот этот паттерн, это то же самое, что и этот паттерн. Следующий из парту ударок у нас с тобой 808. И я ставил тот 808, который взял у нас автор. Кстати, спасибо автору за этот ролик и его, конечно же, бит. Ну а мы смотрим первый паттерн. Что с ним? В принципе, все как у кика. Никак не поменяется особо. То бишь, ты слышал, что у нас поменялось в кике, вот здесь вот где-то нотку у нас с тобой добавилось. Больше ничего не поменяется. Но мне очень понравился этот бас, он такой прям разрывной, прям, знаете, как будто реально писал Славу Мерлоу. Я подумал, блин, я хочу оставить этот 808, это круто. После чего у нас есть с тобой второй паттерн. Давай послушаем. Ты прям слышишь, как он мурлыкает, прям круто, круто. И вот здесь у нас с тобой есть гладик, вот такой вот эффектик. Прикольно, прикольно звучит. После чего переходим к другому паттерну 808. Также видим глайды. Четвертый паттерн у нас довольно легкий. По стандарту Славы Мерлоу. И последний паттерн 808.
Вот такие вот нотки у нас 808. И давай переходим к довольно интересному моменту. Это серум. И ты сразу видишь, что у нас есть с тобой 808 и серум. И как бы здесь должен происходить вот такой дисгармон, потому что два баса, они как бы не сливаются вместе, но... Кто прошарил за вот эту фишечку, тот молодец. Кто не прошарил, я сразу скажу то, что это автоматизация такая. И в оригинале она тоже есть. Если прислушаться на этом моменте... то вы его услышите. Если вы отчетливо послушаете, вы его реально услышите. И как сделать такую автоматизацию? Все на самом деле очень просто. Мы с тобой заходим на Channel Volume. И вот здесь мы с тобой просто рисуем. То бишь вот. Все в принципе прекрасно. Также шрифтом ты можешь просто подровнять, как тебе надо. И правой кнопкой мыши ты можешь сделать вот такую вот кривую ровненькую. Здесь нотки не поменяются, здесь просто чуть-чуть будет подрезана нотка и все. После чего стандартный клэп, хай-хеты. Такие бодренькие, веселенькие хай-хеты, и эта ритмика довольно старая, но довольно применима к этому треку. Прикольно звучит, но не будем останавливаться, потому что у нас с тобой один паттерн хай-хетов, также у нас с тобой есть один паттерн open-хета. Теперь эффекты, PBS, обычный реверснутый символ, выстрелы и заряд ствола. И теперь мы плавно переходим с тобой к микшеру. Что у нас с тобой здесь есть? У нас с тобой здесь есть верхние и средние частотки, это партии ударных, то бишь видим сразу серенький, это групповой канал. Групповой канал на синеньком, групповой канал на фиолетовеньком и групповой канал на зелененьком. Надеюсь, с этим все понятно. И давай посмотрим, что здесь вообще есть. Это Slava Marlow Vocals. Что мы сделали? Q3-шечка, вот такие вот все параметры. Не буду всех озвучивать, чтобы не сделать длинным ролик. Потом Little Afterboy, третий пресетик. Микс у нас 33%. Эффект трек, вот такой вот пресетик, он находится в Vocals и Valhalla Vintage Verb. Микс 13, 560 Гц мы с тобой подрезали низких частот, да и в принципе все остальное у нас одно и то же. И также мы его сделали чуть в моно. Слишком грязно, если в сайт это все оставлять. И также если посередке его оставить, то все равно будет грязновато. Нам это не нужно, так что мы сделали именно с тобой вот такую вот штучечку. И также на групповом канале, где у нас с тобой есть все FX и крэш, да, то бишь зелененьким помечено, сразу понимаешь, что это такое. У нас с тобой еще и подрезано 200 Гц. На всем остальном у нас ничего нету, кроме как Slava Marlow Vocals. После чего наши гитарки. Первая, самая основная наша гитарка. Подрезали низ на 333 Гц, после чего у нас с тобой есть Valhalla Mix 15%, опять же подрезано на 590 Гц и с модом Plate. Довольно прикольно звучит, но это не самое главное. Самое главное у нас с тобой делает хорус, потому что без него... Я надеюсь, понятно, и ты мог сразу услышать то, что у Slava Marlow Camry 3.5 этот хорус там присутствует. Что за хорус? Хорус обычный, то бишь вообще дефолт, совсем дефолт. Просто берешь вроде хорус, кидаешь, и все будет прекрасно. После чего у нас с тобой есть харп. Это у нас Dynamic Guitars. Что у нас здесь с тобой есть? Мы подрезали с тобой низ. Опять же накинули Valhalla Vintage Verb Mix 10, Concert Hall. И 555 Гц мы подрезали с тобой низких частот. Fruity Delay 3. Пресет пинг-понг с вот таким вот таймом. Сразу смотрим wet. Прикольно звучит. И что у нас на самих гитарках? На самих гитарках у нас на самом деле вообще ничего нету. То бишь на групповом канале у нас ничего нету, хотя я думал скомпрессировать, но потом, да, вроде нормально звучит, а бас у нас довольно сильно мурлыкает, из-за этого есть на самом деле небольшие конфликтики. Но это не столь важно. Я хотел сделать так, чтобы это было похоже приблизительно на Slava Marlow и на его звучание. Перегруженный бас, все это пердит, свистит, играет, и это очень хорошо звучит. И на самом деле я считаю, что у меня это вышло. Но не будем об
об этом. Секретный кик. Что у нас с тобой здесь есть? Мы подрезали с тобой 31 Гц, потому что атаку не хотел срезать, а вот где у нас бас, я хотел срезать это, чтобы никаких конфликтов между киком и басом у нас не было. Также мы сделали с тобой пик-контроллер с вот такими вот значениями. И также переходим к басу. К басу мы с тобой наоборот сделали там эквализацию, где у нас с тобой атака кика. И подрезали еще ненужные в некотором моменте частотки, когда мы сравнивали ее с гитарой, потому что у гитарки есть немного низа и тела. И мне не понравилось, как звучит в совокупе наш бас и гитарка. После эквализации мы с тобой взяли еще Cinematic Diablo. И какие здесь у нас с тобой крутилочки есть? Мы с тобой взяли, бустанули чуть, подняли ему тело, после чего мы еще сделали с тобой чуть-чуть его в сайд, потому что без как-то уже не так. Надеюсь, было слышно. И самое последнее, что у нас с тобой есть, на самом деле, это одно из самых простых, и как бы с этим особо даже заморачиваться не пришлось. Это наш клэп, это наш хай-хэт, это наш open-хэт. Open-хэт я взял и сделал точно таким же, как в оригинале, то бишь я его увел чуть-чуть левее и сделал его потише, конечно же. Потом на хай-хэтах у нас с тобой ю-тришечка, и мне не понравилась частотка хай-хэта именно на 7694 Гц, но мне не хотелось ее срезать, именно поэтому я применил динамическую компрессию. После чего, на клэпе вообще ничего нету, как звучало, так и звучит. И на групповом канале мы чуть сделали просто потише. Все в совокупе звучит вот таким вот образом. Ты скажешь, ты еще не разобрал нашу гитарочку, которая играет с вокалом. На самом деле ее в бите нету, я не думаю, что она нужна, но если кому-то она нужна, то смотри, что это вообще такое. Это у нас Metal Hellraiser. Вот такая вот гитарочка. Обычный дефолтный пресетик. Сразу смотрим то, что я докрутил стерео. Здесь еще дабл включил. И все у нас в совокупе звучит вот таким вот образом. Без обработок, давай послушаем, как это звучит сейчас. Прям таких колоссальных каких-то изменений нету, но они все же есть, они присутствуют. И давай посмотрим, что у нас здесь есть с тобой. Chorus, обычный, дефолт. Valhalla на микс 30, сплейт мод и низ мы подрезали на 220. Дилей. Вот такие вот значения. Сразу видим то, что мод у нас пинг-понг, микс у нас с тобой на 48%. И Cinematic Diablo. При помощи Cinematic Diablo я хотел бустануть и чуть-чуть его увести в стерео. Я не буду говорить, что это прям must-have, да, но мне это помогло. Но я крайне рад, что ты досмотрел этот ролик до конца. Не забудь, конечно же, поставить лайк, написать комментарий и найти ту самую ссылочку на драмкит, который я, конечно же, оставлю. А сейчас мы послушаем полностью версию Camry 3.5 Slava Marlowe.